Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави Junior. С вами Яна и наш новый игрок. Совсем недавно к нам присоединился 15-летний молодой талант. И сейчас мы с вами с ним и познакомимся. Во-первых, давай начнем с того, какое вообще у тебя настроение перед интервью? Это твое первое интервью. Волнуешься? Не волнуешься? Влад? Ты тут вообще или куда ты пропал? Влад выключил микрофон. Давай для тех, кто с тобой, возможно, еще не знаком, немножечко расскажем, откуда ты и сколько тебе лет. Мне 15 лет, зовут меня Влад, я родом из Москвы, играю в компьютерные игры, и оказался в организации Natus Windsor. Давай тогда расскажем нашим зрителям, как ты вообще познакомился с CSGO, начинал ли ты с CSGO, может быть, с CS 1.6, какая у тебя вообще первая была компьютерная игра? Познакомил, скорее всего, это обычная история, познакомил меня мой брат. Мы спустились в компьютерный клуб в подвале, скажем так, когда они еще были в подвале. С братом? Да, и он играл в CS 1.6, но мне CS 1.6 сразу не понравилась. То есть, она по факту моя первая игра, но я в нее зашел, пострелял там, и вышел. И там был еще Quake, и вот я какой-то период в Quake очень много играл. И, Quake мне больше понравился динамичностью, а в CS 1.6 там же долго было, все надо было доходить куда-то. В Quake просто прыгаешь, стреляешь, и вообще все отлично. Ну да, там и вертикальный геймплей есть, все, можно перелеты, всякие джампы делать. Да. И когда появился ПК дома, я там какой-то период, может, не полгода, но какой-то период играл в Quake и также одновременно играл в CS. И в один момент я просто понял, что CS больше нравится, и начал играть в CS. Угу. А ты играл в какие-то другие шутеры? Вот там, может быть, со временем уже Fortnite какой-то, который выходил, PUBG? В Fortnite у меня были успехи, я на World Cup квалился. То есть, когда был турнир на 30 лямов на World Cup, там была квалификация 10 недель, и первый день выходных — это квалификация в часть, где попадают 1500 лучших, если соло режим, и 3000, если дуо. И вот я в соло и в дуо прошел. И, я тогда думал, что вообще связать свою жизнь с Fortnite, но в один момент, все такой CS, ближе ко мне было. Вот ты заиграл в CSGO, и стал выбор как раз вот ника в CSGO. Как ты выбрал себе такой ник и почему Латик? Латик созвучно с Владик, и как бы это тупо не звучало, но я бегал с ником Владик, Дик большими, я бегал, и потом в один момент подумал, что прикольно было бы придумать никнейм себе, с этим ником. У меня до этого был какой-то никнейм Нипич, такой детский никнейм, мне он не нравился. И в итоге, мне не понравилась буква В и буква Д, как выглядит в нике, я просто убрал, В просто убрал, а за место Д поставил Т. И из-за того, что там в играх, когда регистрируешься, те 5 символов, никнейм, и там надо больше, то я Т и К просто 2 штуки сделал, и все. Так появился мой никнейм. Смотри, вот ты говорил, что ты бегал изначально с ником Владик, большими буквами, да, который был написан. Сколько тебе было лет тогда? Да это недавно было на самом-то деле. Наверное, год назад, 1,5 года назад. То есть, если мы тебя бы раньше подписали, то у нас был бы другой анонс, да? Не Латика. Мне кажется, мне страхово бы было... как не страхово, но в целом нормально, с ником Владик, думаю, на мажоре сижу, играю. Владик просто мажор выиграет, Дик большие. Да, и иностранные кастеры просто с ума бы сошли, когда увидели. Стикер бы нормально разошелся, мне кажется. Ты просто играл с ребятами, с друзьями по фану, или ты вот прям целенаправленно шел к тому, чтобы попасть в киберспорт? CSGO появилась в моей жизни, наверное, с 2016-го, с конца 2016-го. Там, я не помню, то ли Коламбус, то ли Калоган кончался, вот когда мажор конечные года 2016-го. Я увидел этот мажор, я увидел, каких масштабов уже сцена. Мне это все понравилось, я начал изучать прошлые сцены, то есть там в 2013-м, 2014-м, мне стало интересно. Я очень сильно увлекся, и вскоре просто играл. Я поначалу играл матчмейкинг, я себе там глобал апнул, там чуть ли не сразу, и в итоге потом на Faceit пришел. И долгое время на Faceit я сидел на 3-м уровне, но меня один друг нашел. Как раз таки была автограф-сессия Симпла, там ребята в очереди стояли, там Морозик, Валя, привет. Ребята в очереди стояли.
Они что-то шутили, рофлили, и я дополнил шутку. И в итоге мы посмеялись, но в целом продолжили стоять. И через какое-то время после вот этой ситуации, после автограф-сессии, я там зашел на какой-то сервер, ну, я зашел на сервак, и там был этот чувак. Я увидел, что это он. В итоге мы там хихоньки-хахоньки, друзья стали, начали играть вместе. Я попал в свою компанию. Ну, меня позвали в стак десяток, и я третий левел. Они, в принципе, от меня ничего не ждали, но там с первых же игр против десяток я там нормально дропал. И быстро апнул десятку, и вскоре 3000. У меня было такое видение, я вообще еще, так скажем, поменьше был. И в плане мозга, и так. Ну, и я думал, что все, десятка, это все сразу киберспорт, оси-боси. К Но в символу целом... FPL сразу. Ну да, но это просто иконка. И ну, в итоге я с десяткой бегал. Вскоре я начал играть соло прем. Я по 15 в день играл. У меня там скрины ВКонтакте были, они, скорее всего, там еще остались, то, что у меня там 700 текущий сеанс, то, что я сидел играл. И я себе так апнул 3000 элла, и ну и все, в принципе. А как много времени ты вообще тогда уделял на КС-ку? У меня была обычной школой, я приходил домой, как и все нормальные ребята, там в 2, в 3 и так далее. Но она вскоре стала лицеем. И в итоге, короче, я начал приходить домой, то есть меня начали оставлять. Я там мог прийти домой в 5, в 4, в 6. То есть в 4 это минимум уже был. Мгм. И вот с этого момента, ну, у меня в жизни появились игры, ну, и типа с этого момента я чуть-чуть, ну, забивать стал, на самом деле. Как относились родители к тому, что ты так много времени уделяешь на Counter-Strike и немножечко забиваешь на учебу? Ну, забиваешь на учебу я неправильно слово выбрал. У меня был, так сказать, договор с родителями, то, что чтобы им ничего не звонили со школы, ничего не было такого. Мгм. Ну и они дают мне играть. А так, если смотреть в целом то, что как они смотрели на то, что я играю, то, ну, они видели результаты, они видели то, что я быстро расту, у меня брат понимает в КС все, и то вскоре, ну, в этом проблем не было. Был ли у тебя момент, когда ты прям четко осознал, что ты хочешь стать киберспортсменом, и у тебя, в принципе, есть все для того, чтобы стать успешным в этом деле? Наверное, когда я апнул 10 левел, вот это прям такой момент, то, что капец, ну, я так быстро апнул, все ли так просто здесь и так далее. Ну, это давалось мне как-то, ну, на самом деле. Я играл, у меня все лучше получалось. Я там обыгрывал ребят каких-то, с фейсита попадался против грандов, там, КС и так далее, и обыгрывал. Но я видел то, что, ну, есть, есть, так скажем, плюсик, и хорошо играю. Ну и в целом как-то так все получилось. В твоем инстаграме прям очень много фотографий с различными киберспортсменами, там и Дося, и Джейм. Очевидно, что ты довольно-таки часто посещал различные лан-ивенты, по крайней мере, в Москве. Да, я ездил на все 3 эпицентра, на Blast. С Доси я сфоткался на турнире. И какой тебе лан запомнился больше всего? Эпицентр в СПБ, потому что я до этого особо никуда не ездил. И в СПБ мы жили, ну, в съемной хате, ну, короче, весело было. Мы в каком-то доме жили, постоянно что-то готовились, и что-то такое было, и вставать было каждый раз впадлу. Ну, короче, там было весело. А с кем ты ездил? С братом и с другом брата. А может быть, не крупные лан-ивенты, возможно, какие-то там, не знаю, местные, локальные какие-то турниры На посещал? локальных лан-ивентах я начал ездить, когда вот как раз-таки апнул 10 левел, когда вот у меня это все поперло. Я начал ездить на турниры. Поначалу, конечно, ну ни у кого, никто не выигрывает поначалу. И, ну, в целом я плюс-минус, ну, хорошо отыгрывал, но логично, то есть мне до побед не дохватало. Вскоре я начал ездить, мне там давали деньги, и так понемногу, помалу я начал выигрывать турниры, и все, в принципе. Начал приносить деньги, и родители, ну, стали видеть, ну, они стали лояльнее относиться и видеть то, что все хорошо. Вот давай как раз с тобой поговорим про твою первую команду или микс, в которой ты вот выступал, ездил, бустился, занимал какие-то призовые места. В основном я ездил только миксами. Мгм. Миксами, ну, просто друзья там говорили то, что погнали там на выходных съездим на лан. Мы такие, ну, погнали. В итоге поехали там на лан, могли отлететь, могли что-то выиграть. Но в целом просто собирались с друзьями и играли, то есть хорошая атмосфера была. То есть там никто ничего не требовал и так далее. То есть, ну, просто компашка друзей. А когда команда появилась, это, скорее всего, август прошлого года. Это как Мгм. раз-таки тот момент, когда, ну, как раз-таки тот момент, когда начало все строиться. Мы нашли 2 ребят, начали
Ну, мы начали играть в команде, до этого я Intermediate онлайн-лигу играл с ребятами. Мгм. Вот, и тут уже лан, и мы собирали именно стак из Москвы, чтобы ездить на всякие турниры. В итоге мы собрали, мы тренировались и поехали на региональные квалы на турнир на миллион. Мы сыграли эти региональные квалы, выиграли их, и в итоге мы приехали на региональный этап, там уже ребята посильнее были, то есть там с разных округов. Э, Мы сыграли региональный этап, также его выиграли. Там вообще эмоции были дичайшие, потому что, ну, уже на турнир сам вышли. Я представляю. Короче, все радовались. И, ну, я себя там нормально показал. Я тоже радовался своей игрой, но я старался очень сильно перед ланом. Я там сидел постоянно, я играл, демки смотрел. Мы поехали на основной турнир на лям. Мы вообще офигели от того, что там, ну, нас девушка проводит там в комнатку, там энергетики лежат. Я себе сразу же 3 забрал, ну, не буду скромничать. В итоге мы пошли играть, компы, то есть, ну, как сказать, организация турнира, она вообще была, ну, намного отличалась от всего того, что было. Это по понятным причинам. Ну, у нас в полуфинале сразу же, так скажем, самые сильные соперники из турнира. Мы сразу же понимали, то, что если мы выигрываем полуфинал, мы, скорее всего, и забираем турнир. И на полуфинале мы первую карту вроде отлетели, там вообще очень сильно. Там вообще все волновались. Ой, я, если что, твой микро. Да, я тоже слышу. Сейчас, секунду. Все были в каком-то пассивном тильте, то есть все говорили давайте, 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 но внутри сидело то, что, ну, посильнее, ребята. Ну, короче, вторую карту мы начали играть, и я просто поймал какую-то волну, и я там попадал, шоты нереальные. Короче, все залетало у меня, у моих друзей, типа, они также подключились, и вскоре мы забрали полуфинал и в целом весь турнир. То есть там на финал уже эмоций не было, мы там 2 карты выиграли в салат, и все. Мы вот попались против Доси, бустеры, и вот тогда та и фотка в Инстаграме с Доси и с бустером там вроде есть. Вот. Мы сфоткались, мне там типа Доси говорит красава, а бустер, то есть они сидели в вип-комнате, то есть там дверка такая, он выходит и говорит, кто из вас латик. Ну там вообще, у меня был другая, короче, просто говорит, кто из вас латик. Я говорю, я. И в итоге он подходит, говорит, что ты вообще лютый, а я малой вообще капец, то есть все ребята постарше меня, они, ну и взрослее выглядят, поогромнее, я такой малой сижу. В итоге он такой говорит, красава, вообще дико играешь, но это в стиле, он там бустер сказал, мне кажется, на интервью такие слова вообще нельзя говорить. Ну да, давайте не будем цитировать бустера на интервью. Ну и вот, и, ну, вскоре это вообще мне мотивации дикой придало, и я начал усерднее играть. А за кем из киберспортсменов ты следишь? Ну, блин, ну, самое логичное это Simple, я даже это, ну, не буду говорить. Ну, за снайпером Т1. Ну, вообще за Т1 снайперами перестал следить, потому что, ну, там тир-1 сцена, там немного другое понимание, и в целом игра по-другому строится. Ну, за Т2 снайперами Шира, когда он был еще полгода назад, то есть они сейчас очень сильно выросли. Ну да. Вот. Шира красавчик. Дека из Ван Вин, я не знаю, знаешь ты или нет. Да. Ну вот, ну и такими ребятами, скажем так, впечатляюсь, смотрю, не делают ошибок, правильно играют, ну и все обдуманно делают. Совсем недавно ты стал чемпионом Ультрас Лиги. Как все происходило? Как тебе зонер, как тиммейт? После турнира на лям мне пришло несколько предложений потеститься в разные организации. Форзы были одной из таких организаций. Они типа написали, не хочешь там сыграть, и так далее. Я такой, ну да, погнали. Ну и в итоге я там школу пришлось пропустить немного. И мы сыграли Ультрас Лигу. Я там пообщался с ребятами. С Кирой сейчас общаюсь, с Зонером также общаюсь. Вообще отличные ребята. Вот, в целом все понравилось. И этот опыт, как мне кажется, то, что я потестился заранее, дал мне, ну, дал, так скажем, начинание для Нави, потому что я там уже увереннее себя чувствовал. А как у тебя появилась возможность попасть в Нави? Через кого ты попал в Нави? С кем ты познакомился? Как это все происходило? Какие были у тебя эмоции? Это вообще такая история, то, что я был в примерочной в ТЦ. Я то ли себе, короче, то ли футболки берил, то ли еще что-то. Ну и вот, и, ну, я просто открываю Steam, я не помню для чего, то ли принять что-то надо было, то ли еще что-то. Просто открываю Steam и вижу, типа, приглашение. И я не сразу понял, что меня добавляет Фир. Там у него ник был 10 или Феникс, или что-то такое, короче. Вот, я такой захожу, ну, что, кто добавляет? Я захожу в профиль, вижу у него там ВК, ссылки, и так далее, захожу и вижу, что это Эфир. Ну, я сразу понял, что к чему. Ну, немного так поволновался, но я офигел логично. Ну, я его добавил, написал, что да как, что добавил. Он мне стал другом, хочу быть твоим. Да в итоге мы разговорились, он меня TeamSpeak позвал. И
Тогда мы и договорились сыграть. Я тогда возвращался с турнира. Я приехал, я там еще своего друга позвал. Мы сыграли кэшкап. Мы проиграли каким-то ХЛТВ челам, что-то такое было. Ну, мы поиграли, сыграли хорошо, отлично. Потом он еще меня звал там пообщаться. Он там спрашивал по поводу жизни, то есть там, что я употребляю, что-то не употребляю. Я сразу говорю, нет, ребята, против всего. Ну и вскоре мы с ним разобщались, и в один момент он просил скинуть мои демки. И в тот момент заканчивалась ФПЛЦ Квала, я закончил, и там были демки, где я там набил 40, 33 и проиграл эти игры. Но в целом результат, так скажем, неплохой. Я скинул эти две демки, он типа, ну, через время написал «кидай еще». Ну вот, и они увидели... Ну, я честно не знаю, что они во мне увидели, но просто Хорошего сказали... Алика. Ну, получается, что так. Ну, я зашел в TeamSpeak, и там, ну, все уже знали, о чем будет, так скажем, общение. Я зашел, мне сразу сказали, то, что, Влад, ты нам подходишь, так-то, так-то, то, что у тебя отличные показатели для твоего возраста, есть, ну, типа, над чем работать, потому что, ну, никто не идеален, есть над чем работать, и, ну, в целом ты нам подходишь. В итоге я сказал, что, ну, вообще офигенно, ребят, согласен, так скажем. Какие были эмоции? Ну, честно, я до конца не верил. То есть, ну, мне говорят, то есть я сижу с Фиром, то есть если для меня вчера казалось, что вот я сижу и играю прем, а сейчас я там сижу в TeamSpeak Нави, там сверху симплы и так далее, то я такой, типа, думаю, ну, капец, как это так все произошло-то так быстро. И мне уже говорят то, что ты нам подходишь и так далее, и высылают контракт, и когда я его подписал, ну, было вообще засыпать. Короче, очень сложно, потому что ну, ты засыпаешь в смысле о том, что ты игрок Нави. Ну, мне кажется, не первый раз. А как Вообще. отреагировала семья, брат тот же, который так за тебя переживал все время? Ну, я с ним сразу пообщался, когда я приехал с турнира 0. То есть, если там уже было несколько предложений, плюс там еще Нави вскоре, я с ним пообщался, что да как, типа, что делать и так далее. В целом, все были за, скажем так, потому что у меня все получалось, и это шаг вперед огромный. Вот единственное, что я думал, что это как-то все будет подольше, потому что, ну, блин, я просто с према стал игроком Нави, и Стремительно так. ну, это очень быстро, и этот период в жизни, ну, он слишком быстрый, мне кажется, это как-то все подольше должно было быть, но я, в принципе, не жалуюсь, вообще все прекрасно получилось. А ты пересекался с кем-то из наших парней вообще раньше на боевой арене? Может быть, с кем-то из Основы или с Нави Junior, Нави Юз? Ну да, перед турниром на лям я играл премку 3 месяца, то есть там был такой распорядок, то, что я там прихожу со школы или по выходной просто прем. И я постоянно, ну из-за того, что я большой, я постоянно попадался с кем-то, ну из плюс-минус норм. С Моноси также играл. И с Итриком они за меня попадались. Они закерили, так скажем, благодарен за Элла. Вот. Ребята как-то отреагировали на подписание на анонс нового игрока? Что-нибудь написали тебе, может быть, в Да, Инстаграм? мне сразу, как она заанонсили, мне Амиран, Фир, типа, мне все отписали то, что добро пожаловать в семью. Ну, я вообще офиг был, до сих пор не верят, что я в Нави, блин. Ну так это Ну, круто. Ну, это вообще офигенно. В какую команду хотелось бы попасть, если бы не Нави? Ну, если бы не Нави... Ну, интернационально можно состав? Да, конечно, конечно. Но если, типа, не брать язык, потому что там по английскому отмена немножко, Угу. то, скорее всего, фейзы бы. Не знаю, как-то так. Но у них там все плохо сейчас, но... С твоим Я появлением какой-то- все было бы хорошо. Ну, это обещать не могу, так скажем. Да вряд ли там 15-летний школьник мог бы там суету довести до киберспорта. А так, ну, в целом, ну, что-то такое, наверное. Чего хотелось бы достичь на киберспортивной арене? Может быть, есть какая-то мечта в киберспорте? Мажор бы я, скорее всего, под конец оставил, как-то под закат карьеры, а так АЕМчики хотелось бы выиграть, готовиться, какие-нибудь такие крупные турниры, потому что ну, на мажоре своя атмосфера, то есть там могут выиграть вообще полнейшие черные лошадки, то есть, ну, а на таких турнирчиках ты прям можешь показывать себя, то есть там прям твоя игра. Помимо киберспорта, чем занимаешься в свободное время? Ну, блин, как у всех, я что у Димона, что у Синикса, также аниме смотрю, фильмы всякие. Еще Ну и один. всё. А помимо аниме, может быть, книги, что-нибудь смотришь на Ютубе, не знаю, спорт, Книги возможно. еще больная тема. Ну, на Ютубе я смотрю, скорее всего, просто нарезки какие-то, тоже Райза, что-то по КСу смотрю, и также интервьюшки разных личностей, там, с разных сфер, то есть с музыки. Вот, а в целом, ну, блин, Twitch, все. Twitch, YouTube и... Да как так все проходит, мне кажется, обычно. А на Твиче за кем следишь? Ну, На помимо Твиче. Симпла.
Ну, у меня у Ункера 30 тысяч баллов. Я какое-то время смотрел его вообще очень плотно. Хорош. Ну, Моносе также, когда подрубаю смотрю. А как у тебя обстоят дела с стримингом? Планируешь ли ты стримить чаще, как-то развиваться в этом направлении? Ну да, я еще планирую стримить чаще, чтобы убрать все такое, то, что я там волнуюсь или еще что-то. Мгм. Ну и в целом, ну, все как бы планы есть, но надо их только реализовать. Сейчас, в скором времени, по идее, все должно пойти. Мне еще просто оформление скинут, и все нормально будет. А какие фильмы обычно смотришь, если есть свободное время? Помимо аниме. Детективы. Мгм. Вот «Невидимый гость» вообще всем советую, вообще офигенно. Все советуют в интервью невидимого гостя. Ну, «Невидимый гость», ну, это реально... Очень ну, классный фильм. Оно очень большое впечатление на меня произвело. Мгм. Типа также «Остров проклятых» есть, Не, тоже да. офигенный фильм. Плюсую. Единственное, что привет моей маме, скажем так, привет, понимаем, привет, единички, все, болейте за Нави, офигенная организация, вообще не жалуюсь, все прекрасно. Да, ты опередил меня, ты читаешь мои мысли. Я хотела тебе сказать, что пришло самое время сказать пару слов нашим фанатам и болельщикам в конце интервью, уже по традиции. Ребят, вам огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, ставьте лайки. А с вами была Яна, Влад и Нави Джуниор. До скорых встреч. Пока.